Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк. Это у нас кот Арчи наблюдает за окрестностями. А сегодня у нас ролик, который будет состоять из кадров, снятых в разное время. У нас сейчас такой переходной период. Зима постепенно переходит в весну, а лебеди уселись на гнездо, и уже есть яйца. Уже они заняты своей ежегодной работой по производству лебедят. Коты чувствуют весеннее настроение. В общем, я нашел какое-то количество кадров, которые были отсняты, и кадры очень хорошие, жалко их терять. Они были сняты в некоторое прошлое время. И в то же время некоторые совсем, так сказать, актуальные. И я объединил, сделал некоторый микст. Итак, смотрим. Послали депутата. Иду уже. Да, иду. Ну вот, это еще до того, как появилось гнездо. А вот это уже снято специальной камерой. Я поставил камеру, которая реагирует на движение. И она снимала целые сутки. Дневные и ночные съемки. Это у нас Маша на гнезде. Уселась на гнездо. Там уже, вот к моменту этой съемки, там было 2 яйца. Ну что, Анфисочка? Это пора туманов. Сейчас я устрою шоу, да. Вот сейчас я специально для Анфисы устрою шоу. Кормление уток у нее на глазах. Вот, смотрите. А появилось много открытой воды, пошли туманы опять. Анфисия, а ты что, не смотришь? Специально для тебя все делается. В этом году был очень короткий период. Озеро как-то быстро растаяло. Просто резкое было потепление и ветер. И лед поломало, и все. Что, Анфис, уже утки не интересуют, да? Нет, боятся слишком близко. Ну ладно, подальше, давайте подальше. Что интересно, Анфисия в последнее время стала гораздо больше внимания уделять лебедям, чем уткам. То есть раньше она утки бегала, их вспугивала, охотилась. А сейчас она просто изучает жизнь лебедей. Так, а здесь у нас кто? А здесь у нас молодежь. Мы молодежь, да. Так, это у тебя что там из клюва висит? А этот у него висит из клюва тростник. Да, все, уже не висит. То я уже, как увижу, что что-нибудь из клюва, так начинаешь думать и вспоминать что-нибудь такое не очень хорошее. Тебе тоже, да? Да, держи. Приплыли в тумане. С утра в тумане приплыли. Пока родителей не видать. И смотрите, что стало с нашим бассейном. А и нету больше никакого бассейна. Где-то метров, наверное, 50, а то и 100 от берега на всем протяжении растаяло. Ну, можно сказать, что у нас все. Ледовый сезон закончился. Да нет, это вообще тот берег, похоже. Похоже, вообще растаяло озеро. Да, это не граница льда, это тот берег. То есть льда нет вообще. Ну ладно, это днем солнце выйдет, тогда можно будет сказать определеннее. Но вот сколько я, так сказать, наблюдаю, льда не видно. Анфис, садись, продолжение будет. Вон. Ой, как он на нее страшно зашипел. Ой-ой-ой. Это, наверное, последние кадры с птенцами выводка 2021 года. Они уже в молодежной группе, я вам покажу эту группу. Сегодня 6. 7 где-то шляется. Ну, 7, сказать, эпизодически тут бывает. А в феврале, когда родители уже садятся на гнездо, когда... А вчера вообще 5 было. 2 где-то отсутствовали. Анфисочка, красотка. Когда новые яйца появляются. Да. Да, слушайте, вот тот берег, и, похоже, льда-то нету уже.
А потому что вчера ветер был, а сегодня тоже ветер будет, обещают. И он, конечно, окончательно разметает все. Очистилось озеро. Ну вот, считайте, у нас сколько, 26 февраля. Вот лед сошел. Птенцов прошлого выводка окончательно прогоняют. Что, продолжение банкета желаем, да? Ну давайте. Да, да. Так что мы потом, конечно, их увидим. Я их буду видеть, но уже едва ли узнаю, что это те самые. И они вряд ли будут сюда уже возвращаться. А вот эта парочка, вот это гнездо. Гнездо уже вполне оформили. Но они довольно быстро его привели в порядок. Это то гнездо, которое построили в свое время голубь с голубкой в прошлом году. Вот они ему дали ремонт, хорошо, так сказать, все обновили. Я им помог немножко. А вот смотрите, это у нас вот эта молодежная группа. Ну, лебеди мелко видно, но тут их 20 штук, 20, я насчитал. Я еще не видел всех. Это вот на дороге я остановился, просто вышел с камерой. Вот это болото, здесь еды полно. Это мелкие болота, где отстаивается вода из речки Тибель перед тем, как попасть в озеро. Вот. И вот эти болота, они засажены водорослями специальными, которые любят водоплавающие. Поэтому птенцы вот из разных выводков, они объединяются в такую молодежную группу, и они тут и живут, и спят они тут на этих болотах, и целый день проводят, питаются. То есть у них тут такая жизнь. Потому что к родители уже заняты новым выводком, новым гнездом, новыми яйцами, так сказать. Ну все, у них уже следующий цикл начался их жизни. И птенцы, естественно, уже, как бы... И вот они объединяются, вот эти молодежные группы, вместе держатся. Ну, им интересно друг с другом. Им предстоит вот в этой группе прожить больше года. Вот, прекрасно. Ну, то есть я вот очень удачно установил камеру. Вот это первая попытка моя была. Вот. Я потом буду ставить регулярно. Ну, надеюсь, мне удастся заснять появление птенцов. Ну, такие более... Какие-то интимные моменты из их жизни. Анфисия пожаловала. Ну и камера более качественная, чем прошлая моя. Так, и куда она чесанула, интересно? Она куда-то чесанула. Ух, 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 на всей скорости. Интересно, что она услышала? Ага, ее пустили. Да жрать побежала, что-то непонятного-то. Ей что-нибудь вкусняшку какую-нибудь там подготовили. А это Ирина нарезала мясо и позвала Анфисию. Анфисия вот пулей стремглав помчалась с пирса домой. Камеру мне подарили на день рождения. Такую 4К, качественную, гораздо более такую серьезную камеру, чем моя прошлая, которую я снимал, вот такие кадры. Вот. И буду ее ставить на гнездо. Там рядом с гнездом есть палка старая, которая, они уже к ней привыкли, ничего нового вбивать не пришлось, ничего нового там придумать. Я просто подхожу к этой палке, закрепляю камеру, и она сутки стоит. Потом, так сказать, снимаешь, смотришь, что получилось. Это Арчибальд у нас. Арчибальд. Вот. В таком наряде и лежать на асфальте. Арченька. С такими белыми штанишками и с такой манишкой лежать на асфальте. Ну как же можно? А говорит, мне все равно. А днем уже стало тепло, там минимум плюс 10 до плюс 20. Так разогревается, днем тепло. Сидит и меня не боится. Да. Вот Арчику такие нравятся. На них охотится, а мы ему не разрешаем. Вот март месяц в Австрии, в Каринтии, первая половина еще холодно, еще такая зимняя температура, а вот вторая половина марта уже нормально. Что, прыгать будем, да? Прыгать будем? Но все равно по ночам еще температура может опускаться ниже нуля, там минус 2, минус 3 быть. А вот при этом днем тепло, солнечно. Но уже так, уже комфортно, уже нормально.
У нас после ремонта открылся наконец магазин, в котором мы отоваривались. Он был закрыт около 3 месяцев. Товар весь есть, никаких каких-то вот очередей, чтобы что-то скупали, не видел. А ты домой, что ли, хочешь? Да? Видишь, что мама на кухне там копошится, да? Тебе, значит, надо тоже на кухню, да? Давай, заходи. Так, в целом, если не смотреть телевизор, не читать газеты, ну, какая-то вполне нормальная жизнь. А это ночная, смотрите. И вот она, это на гнезде у нас Маша. Вот. Она всю ночь не спала. Вот всю ночь глаз не сомкнула. Интересно, почему? Это из соображений безопасности или как? Ну, в общем, буду за ней наблюдать. Спасибо, что посмотрели. Хорошего вам настроения по возможности. И пока-пока.